Всем привет, дорогие товарищи, с вами Эльдар. Мы все любим классические серии Томаса и его друзей. Многие из нас вспоминают эти серии, когда нам говорят о Томасе. Лично мне из всех сезонов классики больше всего нравится 4 и 5 сезон. Они самые атмосферные и живые, на мой взгляд. Все мы любим смотреть на то, как эти модели паровозов едут по дороге, и тот факт, что они настоящие модели, придает этому больше реализма. Сейчас у многих людей возникает вопрос, а как они это снимали? Как у паровозов двигались глаза? Как менялись их эмоции? Как они двигались? И как вообще все это стало таким, каким оно есть сейчас? В этом видео я постараюсь ответить на все эти вопросы, а заодно расскажу про историю создания классических серий Томаса и его друзей. Погнали! Как вы можете понять, воплотить все эти идеи в жизнь в том виде, какие они есть сейчас, оказалось очень непросто. Уилбер Тодри, создатель железнодорожных историй, несколько раз пытался сделать адаптацию своих книг в виде мультфильма. Сначала он сделал адаптацию от канала BBC, созданную в 1953 году. В итоге оно крупно провалилось, когда Генри сошел с рельс в прямом эфире, а человеческая рука поправила его. После этого скандала Уилбер Тодри сказал, что больше не будет делать мультфильмы по своим книгам. Потом, в 1976 году, он решил вместе с английским музыкантом Эндрю Ллойдом Уэббером сделать бумажную адаптацию, которая тоже ни к чему не привела, но потом он решил взяться за это дело, как говорится, сполна. В 1979 году Брит Олкрофт, будущий продюсер, режиссер, да и в принципе создатель мультфильма про Томаса, готовила интервью с Уилбертом Одри. Она прочитала несколько его книг и поняла, что из этого может получиться отличный мультфильм. Уилберт Одри дал свое добро, и в 1980 году Брит Олкрофт приобрела права на железнодорожные истории, а также получила 50 тысяч фунтов стерлингов на создание мультфильма. Она объединилась с Дэвидом Миттоном, который владел студией Crevital Features, и впоследствии он стал режиссером, продюсером и сценаристом мультфильма. Все эти трое основали The Brit Allcroft Company и начали пилить проект. Съемки проходили в студии Дэвида Миттона, которая была очень маленькой и неудобной. Помимо этого, Брит Олкрофт понадобилось 4 года на то, чтобы собрать команду постановщиков, операторов, звукорежиссеров и так далее. На роль рассказчика взяли участника группы Beatles Ринго Стар, а в качестве композиторов взяли всеми вами известных Майка О'Доннелла и Джуниора Кэмпбелла. Такой дружной бригадой они начали создавать первый сезон мультфильма. В 1983 году вышел пилотный эпизод «Вниз по шахте», который на данный момент является утерянным. Есть только несколько фото с производства этого пилота, и некоторые кадры из него впоследствии попали в 25-й эпизод с таким же сюжетом. Подробнее об этом я рассказывал вот в этом видео, кликните по подсказке, если не видели. После успеха пилотной серии они начали создавать остальные серии мультфильма. Было сделано очень много концепт-артов для первого сезона. Многие из них оказались очень масштабными и невыполнимыми, ведь, как я уже сказал, павильон, где проходили съемки, был очень маленький, поэтому они старались вмещать все как могли. Специально для мультфильма они начали создавать свои модели паровозов. Они основывались на немецких паровозах Märklin. На их основе были и будут создаваться модели для классических серий мультфильма. Один из них, маленький так-паровоз, постоянно был где-то на заднем плане и тащил вагоны, делая вид, что идет какой-то движ. В отличие от тех же бачман, где поезда управляются вот таким пультом и едут только вперед и назад, паровозы из классики управлялись большими пультами на дистанционном управлении. Эти пульты позволяли делать так, чтобы глаза паровозов двигались. Лица паровозов были сделаны то ли из воска, то ли из смолы, и каждый раз, когда паровоз менял эмоцию, им нужно было подходить и менять лицо поезду. Сейчас эти лица могут выглядеть немного стрёмными. Но для того времени это был настоящий прорыв в технологии создания мультфильмов. Железные дорожные станции и другие объекты создавались вручную отдельными людьми. Опять-таки из-за того, что пространство было ограничено, большие идеи было не воплотить, но они не жаловались. Чтобы паровозы могли выпускать пар, внутри них были установлены маленькие котлы, как в тех игрушках, которые могут выпускать пар.
Но вот пар из-под колес на самом деле не выходил из-под колес паровоза. Пар этот выходил прямо из земли через специальные отверстия с дырками. Нужно было просто подвести паровоз к нужному месту и пустить пар. Ярким примером можно взять вот этот кадр с Перси, где мы можем четко увидеть, что пар идет из-под земли. Помимо этого, модели героев людей первое время делали из свинца, но потом они решили перейти на смолу, чтобы иметь больше возможностей с героями. Если нужно было показать кадр с крупного ракурса, например, людей в кабине поезда или внутреннюю часть вагона, они создавали для этого отдельные большие модели людей, паровозов и вагонов. Для первого сезона они решили адаптировать первые 8 книг Уилберта Одри, и по просьбе съемочной группы «Старый Уилберт» за 2 месяца до выхода финальной серии в эфир написал по ее мотивам одноименную книгу «Рождественская вечеринка Томаса». Создавая мультфильм, они хотели повторить стиль железнодорожных историй. Формы, стиль и цвета полностью сочетались с оригинальными железнодорожными историями. Была проделана огромная работа, и команда надеялась на успех. Первый сезон вышел в свой первый эфир в Британии 9 октября 1984 года с показом серии «Серьезный урок» или «Томас и Гордон». В итоге сезон обрел большой успех, и они начали заниматься вторым сезоном. Во втором сезоне им очень сильно улыбнулась удача в плане места для съемок. В этот раз съемки переместились из автомобильного гаража в огромный ангар студии Шепертон в Британии. Это дало команде кучу новых возможностей с декорациями и эффектами. Все последующие эпизоды создавались именно там. Теперь можно было легко воплотить все их идеи в жизнь, не боясь за пространство. Они смогли там воплотить очень много больших идей, и они полностью соответствовали концепт-артам этого сезона. Благодаря большому ангару они смогли использовать движение камеры в сериях, и им эта фишка очень понравилась. Для движения вслед за поездом использовались маленькие камеры, прикрепленные на шасси паровоза Мерклин, о котором я говорил ранее. Чтобы вы понимали, насколько им понравилась эта фишка, серия без тормозов – единственная серия в этом сезоне, где камера не двигается вообще. Начиная со второго сезона у них возникла одна большая проблема – какие рассказы из книг адаптировать дальше. В первом сезоне они адаптировали первые 8 книг Уилберта Одри, и они не знали, что делать дальше. Они не могли просто взять следующую книгу и делать все по старой схеме, так как, во-первых, у них не хватало средств и представления того, как адаптировать, например, серии про узкоколейные поезда, а во-вторых, они хотели сфокусировать внимание на Томасе, как на главном герое, а в других книгах Томас стал появляться реже. У них был контракт вплоть до 3-го сезона мультсериала, который запрещал им придумывать свои истории, но в итоге они смогли найти выход. Сын Уилберта Одри, Кристофер Одри, решил продолжить железнодорожные истории, и съемочная группа попросила его придумать истории про Томаса для мультфильма, чтобы к ним не было претензий. Книга подробнее о паровозике Томасе как раз стала такой книгой. В итоге второй сезон был основан на таких историях из книг, как «Голубой паровозик Эдвард», «Маленький паровозик Перси», «Дак и дизельный локомотив», «Локомотивы на ветке», «Магистральные локомотивы», «Трамвайчики», подробнее о паровозике Томасе, книга про Тревора и традиционно книга про Рождество. Помимо этого, во втором сезоне было много вырезанных серий. Например, такие истории железнодорожных историй, как «Обещание Перси», «Двойной экспресс» и «Гордон едет за границу», не дошли до процесса создания. Серии «Обещание Перси» и «Двойной экспресс» впоследствии появились в 3-м сезоне. Этим можно объяснить то, как Перси во 2-м сезоне говорит Биллу и Бену про его приключения с Энни и Кларабель, до того, как это случилось в мультфильме. Но есть еще одна серия, которая была отменена прямо в процессе создания. Это серия «Пропавший вагон», то есть серия, где должны были впервые появиться Дональд и Дуглас. В сети есть очень много кадров из этой серии, и по словам Брит, они ее отменили, потому что она была очень короткой и запутанной. Отчасти это действительно так. Серия строилась на том, что Дональд и Дуглас поменялись тендерами, чтобы всех запутать. Многим фанатам нравятся эти серии, и они даже делают на ютубе свои варианты этих серий. Второй сезон вышел 24 сентября 1986 года с серией под названием «Томас, Перси и Уголь», и его снова ждал большой успех. Примерно в это время Брит Олкрофт запустила шоу Shining Time Station для зрителей из США. Сделали они это для выхода на американский рынок, и их снова ждал большой успех.
Когда второй сезон Томаса и его друзей закончился, они взяли небольшой перерыв, поскольку Дэвид Миттон занялся своим проектом под названием «Буксиры». Мультфильм этот рассказывал про говорящие буксиры, и он снимался в том же павильоне, что и Томас, с такими же людьми. У The Unlucky Tag есть видео про буксиры, посмотрите, очень интересно. После провала буксиров они вернулись к созданию Томаса и его друзей. Схема съемок была та же самая, тут рассказывать нечего. У них снова появилась проблема в плане адаптации рассказов Уилберта Одри. В этот раз им разрешили придумывать свои истории, большая часть из которых была основана на историях из журналов, написанных Эндрю Бреннером, который впоследствии, кстати, стал сценаристом мультфильма. Уилберту Одри не понравилась идея Брит. Он хотел, чтобы Брит Олкрофт и ее команда адаптировала его истории. Как говорил сам Уилберт Одри, серия, которая ему больше всего не понравилась и больше всего бесила, была серия «Лес Генри». Уилберт Одри критиковал эту серию по причинам ее тупости и нелогичности. For instance, the video called Henry's Forest. The driver says to Henry, "We've made good time over the last section. Let's stop for a bit." Well, what responsible driver would stop as if he was in a roadside lay-by? You can't do it. They've shown a lamentable ignorance of Rule 55. Уилберт так говорил, потому что он сам несколько лет работал на железной дороге и знал, о чем говорит. Третий сезон вышел в 2 частях. Первые 16 серий были сделаны в одном стиле, а остальные 10 в другом. Их можно разделить на части А и Б. Например, в части А Кнепфорд был главной станцией на Содере, но начиная с части Б Титмут стал главной станцией, как в железнодорожных историях, и Кнепфорд не появлялся в этих сериях. Или до Потидмаута тоже изменилось, начиная с части Б. Возможно, они хотели так задобрить Уилберта Одри, или они так сделали, потому что посреди создания серии они отправились в город Геймел. Кто знает. Ринго Старр с этого сезона перестал быть рассказчиком, и его место занял Майкл Анджелес в британском дабе и Джордж Карлин в дубляже для США. Третий сезон вышел 25 февраля 1992 года с серией «Шарф для Перси», и его снова ждал большой успех. У них было куча идей, куча денег и возможностей, и после этого началась, возможно, самая лучшая эра в классической эре Томаса и его друзей. Третий сезон оказался одним из самых успешных сезонов всей франшизы Томаса и его друзей, в частности из-за того, что они смогли выйти на рынок США и Японии. В этот период Томас стал мировым брендом, не только благодаря мультфильму, но и игрушкам и мерчу по нему. В тот год особенно выделились Wooden Railway, японский Томми Плараил и Эртл. Теперь, когда у команды появились деньги и много возможностей, они начали новую адаптацию книг Уилберта Одри. В этот раз они решили адаптировать истории про узкоколейные паровозы, и впоследствии этот сезон стал одним из самых любимых сезонов у фанатов Томаса. Если третий сезон был большим, четвертый должен был стать гигантским. И команда снова взялась за работу, создавая модели поездов, домов, рельсы и рельефа. В оригинальных книгах Уилберта Одри все паровозы железной дороги Скарлоуви окрашены в один и тот же цвет – красный с желтыми полосками, но для мультфильма они решили сделать героев более яркими и выделяющимися, поэтому они покрасили каждого из них в цвета радуги. Скарлоуви остался красным, Ренес и Расти стали оранжевыми, сэр Хэндл, Питер Сэм и Герцог сохранили свой окрас среднесодерской железной дороги, а Дункан стал желтым. Хотите верьте, хотите нет, но эти модели поездов были настолько маленькие, что в них влезла только система для пара. Работали поезда не от рельс, а от аккумулятора. Эти аккумуляторы старались максимально скрыть, чтобы не испортить историю, но сейчас уже не так тяжело заметить странности. Например, в этой сцене сэр Хэндл везет вагон, который отличается от всех остальных. Или в этой серии Питер Сэм тянет тормозной вагон. Или в этой сцене сэр Хэндл тоже делает то же самое. Все эти детали очень хотели скрыть, и я думаю, если об этом не знать, то и никогда не догадаешься об этом. Это заставило для новых сезонов сделать увеличенные модели этих героев, но об этом позже.
Майкл Анджелес и Джордж Карлин вернулись на роли рассказчиков для мультфильма. В этом сезоне они также смогли воплотить в жизнь те серии, которые они не смогли сделать раньше по разным причинам. Например, серию «Томас и специальное письмо». В этой серии был кроссовер всех основных героев этого сезона, и эта серия, наверное, одна из моих любимых. Помимо этого, дизайн ландшафта и рельефа местности выглядит очень круто. Все очень масштабное, красивое и необычное. Когда смотришь на всю эту красоту, например, на эти большие и величественные горы, или на реки и озера, или на туннели и мосты, или на замок у озера, появляется такое ощущение, будто сам оказался в сказке. А музыка, написанная Майкл Доналлом и Джуниором Кэмпбеллом, придает еще больше атмосферы во все это. Просто послушайте. Возможно, поэтому этот сезон считают самым лучшим сезоном в истории Томаса и его друзей. Сезон можно разделить на две части. Первые 18 серий рассказывают о приключениях узкоколейных паровозов, а оставшиеся 8 о приключениях больших паровозов, то есть Томаса и его друзей. Серии про большие поезда оказались очень хорошими, но все же этот сезон стоит называть сезоном узкоколейных поездов. Конечно, не обошлось и без сюжетных дыр, но в этот раз дырой стала целая серия. Я говорю про серию «Ведра с краской» и «Королева». В этой серии сюжет начинается продолжением 25-й серии первого сезона, где Гордон вытащил Томаса из ямы. Сначала Томас смеялся над Гордоном, когда большой паровоз свалился в ров. Затем Томас упал в карьер, и Гордон пришел ему на помощь. Но в таком случае, почему они продолжили эту историю только в 4-м сезоне? Или если это происходит до прибытия Дака и Дональда с Дугласом, то почему они в этой серии тоже есть? Но, как говорится, сделать сюжет без сюжетных дыр — это значит сдать пустой лист. Даже несмотря на это, серия получилась очень хорошей. 4-й сезон начал выходить с 16 октября 1995 года, начиная с серии «Дед Пуф», и этот сезон ждал просто ошеломительный успех. Да, перед тем, как перейдем к следующему сезону. В этом же 1995 году в России на телеканале 6-й канал Санкт-Петербург начали показывать серии Томаса и его друзей в озвучке Валерия Никитенко. Как бы то ни было, закашлялся Томас. Синий — единственный цвет, достойный полезного паровоза. Это всем известно. Он озвучил серии с 1 по 4 сезон, и на данный момент большая часть этого дубляжа утеряна. Впрочем, тогда за ним особо и никто не бегал, поскольку в СССР и в России 90-х, да и в принципе сейчас тоже, железные дорожные истории не продавались и не переводились на русский. Так что российским зрителям было бы трудно понять этот мультфильм. В будущем мы еще вернемся к этой теме. После ошеломительного успеха 4-го сезона Брит Олкрофт и ее команда начали думать в сторону полнометражного мультфильма. Брит заключила контракт с студией Paramount Pictures, и они начали создавать фильм «Томас и волшебная железная дорога». Про этот фильм я сейчас говорить не буду, потому что там хватает вещей для другого видео. Но фильм этот должен был выйти в 2000 году, а до этого момента нужно было продолжать делать серии мультфильма. Уилбер Тодри, к сожалению, умер в 1997 году, не дожив до выхода 5-го сезона. Но, возможно, оно и к лучшему, поскольку Уилберту Одри не нравилось то, как Брит и ее команда стали искажать историю его книг и придумывать свои истории. В 5-м сезоне все серии были основаны на выдумах самими создателями мультфильма, но они очень постарались с ними. Многие вещи и события, которые были показаны в этом сезоне, были схожи с реальными событиями в истории ЖД. Например, знаменитая авария Гордона на станции Киркроман основана на аварии Парижского экспресса в Париже. Благодаря хорошим людям с Ютуба нам стали доступны большое количество вырезанных дублей из серии. Они очень хорошо показывают, как люди старались над этим проектом, используя только настоящие модели без CGI. В дубляже этого сезона для США был использован другой рассказчик Алек Болдуин, поскольку Джордж Карлин ушел из состава актеров озвучки.
Для этого и последующих сезонах они увеличили модели узкоколейных поездов. Колея осталась прежней, но сами модели увеличились в несколько раз. Пятый сезон очень схож в стиле с четвертым сезоном, и его я могу назвать моим вторым любимым сезоном всей франшизы. Но в отличие от пятого сезона, пятый сезон более непредсказуемый. Например, в одной серии нам рассказывают смешную и милую историю о том, как толстый инспектор пытался приехать на день рождения своей жены, чтобы подарить ей цветочки. И в конце он все-таки сделал это. О, как мило. А в другом эпизоде дамба расслушалась, и Томми плывет на мосту прямо к водопаду. О нет! Или, например, в одной серии нам рассказывают про историю Перси, про то, как он помогал со свадьбой. О нет, это огромный валун катится на нас, чтобы нас убить. О нет, он взорвал депо. Короче, вы поняли, возможно, именно поэтому он тоже очень любим фанатами. Первый сезон вышел 14 сентября 1998 года с серии под названием «Недовольные жуки». Начиная с шестого сезона началась разработка спин-оффа Томаса и его друзей про строительные машины. Спин-офф этот назывался «Джек и бригада», или позже переименованный в «Джек и Содерская строительная компания». Причина была в том, что через год после выхода шестого сезона студию Гулием приобрела студия Hit Entertainment, и у них были причины на переименование, а позже и отмену мультфильма. Боб-строитель. У Hit уже был мультфильм про стройку «Боб-строитель», и Hit вовсе не хотели создавать еще один мультфильм про строителей. Про этот спин-офф я более подробно расскажу в каком-нибудь другом видео. Герои из этого спин-оффа также появились в двух сериях шестого сезона. В сериях «Джек идет на работу» и «Друг познается в беде». В этом сезоне были изменения в плане окраски героев. Они получили темные окрасы из фильма «Томас и волшебная ЖД». Не знаю, как вам, но мне лично нравится такой стиль. Пусть реализм пропал, и они теперь скорее похожи на игрушки с таким цветом, но мне это нравится. В этом сезоне была какая-то странность с размерами экрана. Первые 8 серий были сняты в формате 4:3, а остальные серии в формате 16:9. Я не знаю, почему так, но мне в принципе пофиг на эти изменения. Еще в этом сезоне поменялась заставка мультфильма. Раньше Томас проезжал рядом с мельницей возле озера. В новом варианте заставки Томас едет с другой стороны мельницы зимой, а потом проезжает мимо водяной мельницы. Я думаю, они хотели внести какие-то новшества в сезон, но прикол в том, что эта заставка использовалась только в этом сезоне и больше нигде. Оригинальная заставка вернулась уже в 7-м сезоне. Этот сезон стал последним сезоном, где использовались оригинальные названия мультфильма «Томас, Танк, Паровоз и друзья». Начиная с 7-го сезона название изменилось на просто «Томас и его друзья», и в качестве лого использовали облако пара. В плане сюжета шестой сезон ничем не отстает от пятого. Там есть очень много крутых новых фишек и новых героев. Локации как будто стали больше и красивее. Этот сезон начал выходить 16 сентября 2002 года с серией под названием «Секрет Солти». Когда в 2003 году студия Hit Entertainment купила Томаса и его друзей, у них начались разногласия с оригинальной командой. Этот сезон был последним для таких людей, как Бриттл Крофт, Дэвид Миттон, Майка О'Доннелла и Джуниора Кэмпбелла. В этом сезоне они использовали все вещи и реквизит с прошлого шестого сезона и начали пилить проект. Они начали смешивать эффекты CGI в разных местах. Например, эффект воды в этом старом кадре из 4-го сезона. Или вот этот дождь и снег. Или вот этот пар из-под колес Томаса. Или вот этот блеск на Спенсере. Мне кажется, что все эти эффекты очень хорошо смотрятся в некоторых сценах, но иногда они выглядят лишними. В дубляже мультфильма для США вновь изменился рассказчик. Первое время Майкл Анджелес, рассказчик британского дубляжа, переозвучил серии для США, но потом их еще раз переозвучил Майкл Брэндон. С 7-м сезоном случились интересные истории в США. Когда в Британии и во всем мире стали показывать 7-й сезон, в США еще не закончили показывать 6-й сезон. В итоге его показали только в 2004 году вперемешку с 8-м сезоном. В плане новых героев это был, наверное, самый насыщенный сезон. В нем появилось много новых героев, и многие серии фокусируются на них. Но самым лучшим героем, который появился в этом сезоне, на мой взгляд, это Эмили. Эмили — шотландка, которая приехала разбавить эту мужскую компанию, а впоследствии стать не второстепенным, а одним из основных героев. Мне реально очень нравится Эмили. Она второй мой любимый герой в мультфильме. Первый — это Генри.
В плане сюжета тут все достаточно сложно. Многие фанаты называют это скучным сезоном, и я могу с ними согласиться. Если сравнить его с предыдущими сезонами, то он гораздо более скучный и простой, но я не думаю, что это прям настолько критично. Это наоборот, на мой взгляд, позволяет отдохнуть от суеты в других сезонах и просто насладиться красотой этих серий. 7-й сезон начал выходить 6 октября 2003 года с серией «Новые вагоны Эмили», и после него началась новая эра классических серий Томаса. Начиная с 7-го сезона, созданием Томаса и его друзей стала заниматься студия Hit Entertainment, и в мультфильме появилось очень много изменений. Брит Олкрофт перестала заниматься созданием Томаса и его друзей, и на ее место встал Саймон Спенсер. К тому времени Дэвид Миттон тоже ушел из состава их команды, и его место занял Стив Асквит. Заставка была полностью изменена, а оригинальная заставка Майка О'Доннелла и Джуниора Кэмпбелла больше никогда не использовалась. Помимо этого, в конце серии добавилась конечная песня, которую называют «Паровозная перекличка». И, как по мне, она довольно неплохая, особенно в русской озвучке. В мультфильме стали куда реже появляться второстепенные герои, и все экранное внимание стало концентрироваться на так называемой паровой команде. Эмили, которая изначально была второстепенным героем, стала одним из основных персонажей. Во время производства этого сезона люди, которые работали над ним, написали книгу, в которой рассказали всю суть сезонов Хит-эры. Эта книга называется «Библия Томаса и его друзей». В этой книге нам наглядно показывают, что мультфильм решили сделать полностью детским. А что там с сюжетом? Все крайне неоднозначно. В этом сезоне есть куча разных вещей, которые в буквальном смысле заставляли Томаса и его друзей отупеть и сделать сюжет похожим на мультсериалы Диснея. А ведь в свое время именно этого и боялся Уилбер Тодри, когда говорил про 3-й сезон. Но даже несмотря на это, 8-й сезон считают одним из лучших сезонов Томаса и Хит-эры в частности. Для меня, как и возможно для многих из вас, этот сезон вызывает больше всего ностальгии. Как мне кажется, чтобы человек с раннего детства полюбил Томаса, нужно начинать именно с этих серий. Они очень простые в плане сюжета, но тем не менее хорошие. Я, например, тоже начал смотреть Томаса и его друзей с 8-го сезона. Серии, которые я впервые посмотрел, были «Новый маршрут Эмили», «Томас и фейерверки», «Гордон Хвостунишка», «Чистота и блеск», «Эдвард Великий» и «Скрипя, треща, но не сдаваясь». 8-й сезон начал выходить 1 августа 2004 года с серии «Томас и трубач». Далее я буду говорить сразу про 3 сезона, поскольку они мало чем отличаются друг от друга. Так как они очень схожи с 8-м сезоном, я буду говорить только про все новые вещи, которые появились в этот период. 2005 год был большим годом для Томаса и его друзей. Это был их 60-й юбилей. В честь этого Hit Entertainment начали создавать спешл по Томасу под названием «На всех парах». Про него я подробно поговорю в каком-нибудь другом видео. В том же году Hit Entertainment выставили сами себя на продажу за 6,5 миллионов фунтов стерлингов. Мы уже с вами прекрасно знаем, кто их в итоге купил, поэтому задерживаться на этом не будем. Начиная с 6-го сезона в Хит-эре наконец-то появились узкоколейные паровозы. Новые большие модели паровозов типа Томаса отлично смотрелись рядом с ними. Впервые за столько лет в сериале появился худой инспектор, персонаж из книг Уилберта Одри, который руководил железной дорогой Скарлоуи. Ну и еще из необычного, в этом сезоне в первой озвучке сценаристы допустили большую ошибку, и Расти пришлось сменить пол. Правда, потом они переозвучили эти серии, и Расти снова стал мальчиком. 9-й сезон начал выходить 5 сентября 2005 года с серией под названием «Персей и картина». 10-й сезон отличался от других тем, что в нем было 28 серий вместо привычных 26. Причина была в том, что это был юбилейный сезон. Точно так же они сделали с 20-м сезоном, где тоже было 28 серий. К
К тому времени оригинальные модели некоторых героев уже отжили свое. Группе пришлось построить абсолютно новые модели Гордона, Генри, Джеймса, Эдварда и Перси. Старые модели еще можно было использовать для съемок некоторых сцен. Например, в серии «Томас и Зеленый инспектор» оригинальная модель Джеймса была перекрашена в цвет пчелы. Помимо этого, на ютубе есть много неудачных дублей из этого сезона. Вот этот дубль с Генри самый известный. Бедный мужик на фоне. 10-й сезон начал выходить 4 сентября 2006 года с серией «Следуй за мукой». В период с 2007 по 2008 год съемочная группа стала заниматься новым спешалом под названием «Великое открытие». Про него тоже особо говорить не буду, сделаю про их отдельное видео. В то же время началось создание 11-го сезона мультфильма, и с ним была одна странность. Да, Unlucky так в своем видео про 11-й сезон рассказал про то, что серии, которые они записали и впервые показали на ТВ, впоследствии были пересняты. Они сделали их медленнее, в более хорошем качестве и в формате 16:9. Некоторые сцены переснимали с других ракурсов, а некоторые вовсе переснимали полностью. Найти старые кадры можно у ютубера Special Trees, ссылка на него будет в описании. 11-й сезон начал выходить 3 сентября 2007 года с серии «Томас и писательница». Вот мы и плавно подобрались к последнему сезону классического Томаса. В 2008 году Hit Entertainment решили плавно начинать переходить в 3D или в CGI анимацию. Для этого в том же году с несколькими другими студиями началось создание анимации героев 3D. Получилось это все как-то странно. Начнем с того, что в 2008 году Дэвид Миптон скончался, и теперь мало кто мог повлиять на процесс создания сериала. В это время Hit Entertainment сделали переделку старой серии из 11 сезона в 3D, и выглядело это очень странно. После этого они поняли, что делать все полностью в 3D очень дорого, поэтому они решили использовать модели, но сделать людей, такие машины как Гарольд и лица всех героев, CGI. Сейчас эти лица и герои людей похожи на те, которые появились в полноценных 3D-сериях. Для анимации 3D лиц с моделей паровозов снимали лица, клеили специальную бумагу, и для анимации людей использовали вот эти вещи, похожие на антенны. И мне становится очень жутко, когда я смотрю на этого Томаса, а на нем нет лица. Как я уже сказал, такая анимация была очень дорогой. За все 20 серий, которые вышли в этом сезоне, да, их в итоге было на 6 меньше, они потратили 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Но несмотря на это, для того времени это был просто прорыв технологии анимации. 12-й сезон начал выходить 1 сентября 2008 года с серии «Томас и Билборд». Кстати, примерно в то же время в России начал выходить дубляж классических серий от Алексея Борзунова, и этот дубляж можно считать одним из лучших за всю историю Томаса. Голос Борзунова, как мне кажется, больше всего подходит под рассказчика. Это паровозик Томас. Он живет на большой станции на острове Содор. Томас маленький и нахальный паровоз. У него 6 маленьких колес, короткая труба, короткий котел и короткий колпак. Это звучит так, будто старый добрый дедушка рассказывает интересную сказку. Иронично, что они дублировали все сезоны, кроме 12-го, который вышел в том же году. Вот так и закончилась эра классических серий Томаса, и впереди его ждала эра CGI. Это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, за лайк, за подписку и за комментарий. Всем спасибо, всем пока, товарищи.